извиняюсь, что задержался, потому что так обстоятельства сложились. Извините. Русский язык не родной, поэтому постараюсь. Приятно, что на нашем языке разговариваете, пусть даже не родной. Готов? Хорошо. Евросоюз, Великобритания, Америка дали понять, что в этом кризисе миграционном виноваты вы, что вы создали этот кризис, вы используете мигрантов как политическое оружие. Вот как вам такая оценка? Но вы их позвали. Еще в мае вы сказали, вот дали публичный сигнал. Мы работали на границе, мы общались с мигрантами. Некоторые говорили, спасибо Лукашенко, что он дал нам визы, что он дал нам возможность попасть в Европу через Беларусь. А некоторые последние дни говорили, они чувствуют, что вы их использовали политически против Европы. А некоторые нам говорили, что Беларусь, белорусские солдаты прямо помогли им пересечь границу. Извините, но вопросом на вопрос. Почему в 2014, по-моему, году, когда ваши подопечные в Украине разбомбили Донбасс, вы меня не обвиняли в том, что я принял в течение нескольких месяцев 160 тысяч беженцев из Украины, предоставив им все права, которыми тогда обладали белорусы. Бесплатное образование, здравоохранение бесплатное, работу и так далее и тому подобное. Почему тогда Европейский Союз вместе с Великобританией и Америка не предъявила мне претензий? Потому что так было нормально, хорошо было. Они не в Европейский Союз рванули, хотя отчасти и туда шли, а 160 тысяч ко мне. И я их принял как родных. В данной ситуации тысячи беженцев хотят к вам. Но вы не волнуйтесь. Да? Значит, они идут через Беларусь, через Средиземное море, через Балканы, по другим маршрутам, тоже, наверное, позвали, идут к вам, не в Беларусь. Они хотят попасть, в данном случае, в Германию. Позвали, это значит, Стив, приходи ко мне в Беларусь. Вот ты попросился интервью, я говорю, приходи. Еще раз повторю, чтобы вы понимали. В свое время мы заключили с вами договор о реадмиссии. Это была большая работа, потому что реадмиссия в одну сторону быть не может. Нам надо было договориться и с Россией. России надо было договориться с вами. Ну, в общем, проделали большую работу. То есть, если беженцы у вас прошли через Беларусь, вы нам их возвращали, но вы должны были построить у нас или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. Пошла работа. Вы в конце прошлого года, особенно в этом году, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии. Вы перестали строить эти пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал, ребята, санкции плюс ваш отказ от работы с беженцами, иммигрантами, до свидания. Почему я должен их задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, в Германию? Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе, повторяю, и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вот в чем был смысл. Но я их сюда не звал. И я не хочу, если же откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь. Я верю фактам. А вот мы 400 человек, согласно договоренности с вашим Евросоюзом, с Меркель, отправили туда. Провели огромную работу, по всей стране отправили. И один из них сказал, у него там, ваши, наверное, спрашивали, как вы сюда попали. Он объяснил, что у нас туристическая фирма в Ираке работала, руководит фирмой, и члены этой фирмы туристической курды. Мы им заплатили деньги, они нам пообещали, что проблем не будет через Беларусь попасть в Германию. Вот так они через ту турфирму приезжали в Беларусь.
шли на границу, кто ехал, кого частники подвозили и так далее, белорусские частники, кто тут только не был, за это же беженцы расплачивались, приехали на границу, преодолели эту границу, попали в Польшу, они их схватили и выбросили на границу. Вот Нет. так они туда-сюда и ходят. А кто проволоку резал, так вы мне скажите, где резали, кто резал, и назовите имя этого солдата. А вот так говорит, что некоторые вам сказали, кто-то там позвонил, кто-то в деревне сказал. Ну, слушайте, это не Александр солидный Григорьевич. разговор. Но говорят и другое, почему-то вы о другом не говорите. Что они шли в Германию, что они хотят воссоединиться с семьями. Вы не поинтересовались, а почему среди вот этих беженцев в лагере, которые 400 детей, 200 женщин, есть беременные, почему они рискнули идти с детишками? А потому что они шли к своим родственникам. 2 дня назад мы почти мертвого человека нашли, мальчонку, то ли 12, то ли 14 лет, он сейчас в больнице. А где ваши родители? Нет родителей, имя назвал. Оказывается, его отец в Германии, он пошел, чтобы создать там какое-то место, и его к себе пригласил. Мальчонка шел к отцу и замерз в лесу. Мы его спасли. И такие факты были. Почему вы о них не говорите? Скажите, пожалуйста, почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев с Франции? 600 человек недавно к вам проникло. И у вас конфликт с Великобританией. И Макрон пригрозил вам, что он отключит электричество на каких-то ваших островах британских. Почему вы об этом не рассказываете народу? 600 человек приплыло к вам. Вот последняя партия. Они захотят остаться жить в Беларуси. Вот вы разрешите желающим У нас есть оставаться? порядок, в отличие от вас, и закон. И к нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. А если поступит в соответствии с законом, и очень быстро, в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим. Объясните, пожалуйста, одну вещь. Вот я находился на границе во вторник, да, когда произошли стычки как раз. И когда мигранты начали забрасывать польские войска камнями, когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали для того, чтобы остановить этих мигрантов. Вот почему? Это нормально, вот, штурмовать границу? Александр Григорьевич, я знаю, что вы обсудили этот кризис с немецким канцлером. О чем вы договорились? Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Теперь слушай, как было. Они разбили там стихийный лагерь в 800 метров от этого погранперехода. В подавляющем большинстве из 2100 человек они мирным образом просили поляков пропустить в Германию. Подошел польский офицер. Кадры есть, сейчас покажем вам. И начал объяснять, что вот таким образом надо сделать, в пункте пропуска, подать заявление, и мы его рассмотрим и так далее. То есть он их фактически направил в этот пункт пропуска, и они все снялись и туда пошли. Почему мои пограничники должны были их сдерживать? Мы вообще надеялись, что действительно этот конфликт этим закончится, особенно после разговора с Меркель. Они подошли туда. Дальше что было? Они стали на колени перед этими польскими офицерами. Извинились перед ними, что неудобства создали. И начали просить детишки, и эти люди, беженцы, начали просить их пропустить. Их не пропустили. И вот там началась эта потасовка. Кто-то камень бросил, кто-то палки и прочее. Поляки включили водометы и начали их поливать 0-1 температура была. Ну, может, +2 к середине дня. Поляки начали поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, что тараканов травят на поле и сорную растительность уничтожают. Вот как было. Почему на нашу территорию стреляли? Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему об этом не написал? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил.
Я знаю там каждый метр, там моя застава. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию. И еще нас обвинили, что мы еще снабдили беженцев, и они бросали гранату. Там солдат взял гранату светошумовые, там, в Польше, и не умея обращаться, в ногах взорвалась. А вы обвинили белорусов. Да если бы я не контролировал сейчас этот лагерь, там бы уже давно оружие было, которое через Украину прут сюда из Донбасса. Если ты этого не знаешь, так послушай. И не факт, что они не застрелили бы какого-то там Мэтью или тебя. Для чего? Для того, чтобы потом Лукашенко обвинили, что это он виноват. Почему вы об этом не говорите? Почему вы не говорите о той благотворительности, о том сочувствии, которое проявляет мой народ в отношении этих беженцев? Вы же как фашисты поступили. Слушайте, люди спят под открытым небом. Вы включаете прожектора, пограничные прожектора, сирены, вы летаете на вертолете. Ты же понимаешь, вот сейчас следователи докладывают, распылили этот слезоточивый газ, вода, ядохимикаты, и вертолеты летали на низкой высоте. Для чего? Для того, чтобы вихрем от винта вертолета распылить подальше, чтобы до детей достало. Почему CNN и BBC не рассказал? Было два разговора. Первый разговор. Меркель, она мне задает вопрос. Что вы можете предложить? Какой выход из этой ситуации? Я ей говорю, пожалуйста. В Мюнхене, тогда Мюнхен заявил, другие города Германии хотели бы принять этих беженцев. 2100 в лагере, это даже не проблема. Ну что такое 2000 забрать, если вы 150, как немцы говорят, в свое время пригласили к себе? Там дети, там, страшная ситуация, вы это видите, знаю, заберите их. А останутся у меня порядка 5000. Я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, в Сирию, в Иран, откуда они приехали, и Афганистан. Потому что она поставила передо мной вопрос. Вы не могли бы репатриировать их с Беларуси в места, откуда они приехали? Она мне говорит, вы знаете, это проблема не Германии, это проблема Европейского Союза. Поэтому я должна поговорить там, я говорю, хорошо, я понимаю вашу бюрократию, но надо сделать это быстро. Если вы забираете эти 2000, это уже развязка. Если нет, будет катастрофа, люди замерзнут, люди умирать начнут. Все, я поняла, услышала, если вы не против, я вам позвоню в среду. Я говорю, буду ждать любое время вашего решения. Второй звонок, давайте будем вести переговоры Беларусь с Евросоюзом. У нас есть 2 контактных лица, назвала там, Боррель, Маккей ВКонтакте. И Ляйен будет заниматься этим вопросом. Я был не в восторге от этого, зная ее позицию по Беларуси, но сказал, ладно, вы так определили, мне все равно, кто там будет этим заниматься. 2000, что будем делать? Вот в рамках договоренности с Европейским Союзом эту проблему рассмотрим. Я говорю, давайте завтра начнем работу. Контактные лица, Европейский Союз, Беларусь и так далее. А я буду работать, чтобы уговорить беженцев вернуться в Ирак, к примеру. Что я и сделал. Мы за сутки уговорили 431, чтобы они вернулись в Ирак. Что ответил Европейский Союз? Они поняли, что проблема решена, по крайней мере, решается. Ответ министру иностранных дел: мы не можем сейчас вести переговоры, мы заняты, эти 2 контактные лица. В следующую неделю у нас командировки, то есть они фактически умыли руки и ушли. Мы сегодня имеем то, что имеем. 1900 беженцев в логистическом центре. Это катастрофа, не дай бог, что случится. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите, не надо, мы без вас будем решать эту проблему, так как получится. А как Ангела Меркель обращалась к вам? Интересно, вот как господин президент или господин Лукашенко или Александр Григорьевич? А чего вас это волнует? Господин президент в Беларуси, он же господин Лукашенко. Это интересно. А меня это... Как она? Слушайте, а мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. И меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня
воспринимают мой народ. А что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, вам могу это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно господин президент, а я к ней обращался госпожа канцлер. Вы лучше разберитесь, как вы будете с Байденом общаться. Он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения, нелегитимен. Вы видели, что происходило на выборах. Даже вы, BBC, CNN, вы показывали, что там творилось. По почте голосовали, в мусорку складывали, мусорный ящик, контейнеры эти, бюллетени и так далее. Творились чудеса. Я провожу параллели, чтобы вы поняли, что мне глубоко наплевать на то, что обо мне сегодня думают в Англии или в Соединенных Штатах Америки или Евросоюзе. Потому что весь мир увидел ваше лицо. Ваше лицо, и вы его видели на этой границе. Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании. Мы и не очень-то с вами и сотрудничали до этого. Мы не умрем, мы будем жить, и будем жить с каждым днем все лучше, потому что у нас есть страны, с которыми мы сотрудничаем, огромные страны. И то, что нам надо продать, мы в Евросоюз мало чего продавали, мы продадим, несмотря на ваши санкции. Я, конечно, не идиот и понимаю, что эти санкции не вам и тем более не мне не нужны. Но если вы начали разговаривать со мной санкционным языком и не признавать мою легитимность, ну, Господь с вами, я еще раз говорю, четверть века я уже к этому привык. Вот объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Да? Если вы, как утверждаете, получили 80% голосов на выборах в прошлом году, то почему тогда вышли толпы народа в Минске, да не только в Минске, по всей стране, да, не для того, чтобы вас поздравить, да, с сокрушительной победой, а для того, чтобы обвинить вас в том, что вы украли их голоса? Вот несостыковка какая-то, нет, получается? Подавляющее большинство протестующих, которых мы видели в прошлом году, были абсолютно мирными. Такое впечатление на меня сделало, да, что после протестов белорусы убирали за собой. Все было чисто на улицах. Да, абсолютно. Мы видели, как правоохранительные органы забирали людей. Мы видели, как били этих людей. И мы видели, как выходили из Окрестина молодые парни, да, с побоями. Это не взято с интернета, да? Отвечаю на ваш вопрос. Это у вас несостыковка в голове, Стив. У вас и у ваших патронов. Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал. Это назвала законная Центральная избирательная комиссия. Но вы согласны с цифрой? Это факт, законный факт. Вы говорите, толпы вышли и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. В 90-х годах они даже машины переворачивали, гаишные. Приходили с фашистскими знаменами. И каждые выборы в 2010 году они разбили палаточный город в центре Минска. Это было постоянно. Только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны, вами, фондами немецкими, английскими, американскими фондами. Деньги вбросили, людей здесь на фоне пандемии подготовили. И этот процесс занял чуть больший промежуток. Поэтому не толпы ходили здесь, а максимум, когда собрали со всей страны, на пике было 46 тысяч, там 700 или 600 человек. Здесь, в Минске, ко Дворцу независимости их пришло около 20 тысяч, когда я тут с автоматом бегал. Хорошо, давай будем исходить из того, что вышло 200 тысяч по всей стране, так? Но 10 миллионов, 9700 тогда. 200 тысяч и 9700. Что вы хотите сказать? Ну, слушай, за меня не проголосовало на тех выборах, по-моему, 650 или 670 тысяч. Представляете? Но это всего лишь 13 или 15%. Кто-то не пришел, а всего 13-15. Вот отсюда и 80. Вы называете 200 тысяч, я называю 600. Так это 600, а не 10 миллионов.
Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь. То, что я видел в Минске в прошлом году, было гораздо больше народа, чем 40-50 тысяч человек. И я, конечно, не посчитал каждого Так протестующего. я посчитал. Хотите, подарю вам эту карту? Я когда был в СИЗО у этих наших предателей, вы видели это, я с ними разговаривал, я им положил на стол карту, фотографию вот этой толпы, как вы ее назвали. Там их было на пике 46 тысяч. У нас около 10 миллионов проживает. Вы говорите любви. Это в Америке вы умеете, в Великобритании изображать любовь. А что было после выборов? Сколько у нас людей приходило на митинги и до сих пор ездят с государственными флагами. И люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87, а может и 90. И в Окрестино получали там, и избитые в милицию. Вы только бойцов из Окрестина не показывали, что они были избиты. Вы не показывали, как машинами атаковывали наших милиционеров на улицах, вы не показывали. Были и с той стороны. Драка шла. Драку, которую вы, Запад, создали у нас, она была, я это признаю. Но вы не увидели, что в Америке в упор застрелили женщину. Вы это видели? Что недавно вы осудили, на 4 года придется отсидеть этому парню, который с рогами там ходил и так далее. Вы это видели? Я тебе задаю вопрос, почему вы это у нас видели, а в Америке это не видели и не дали оценку? А как вы у метро людей хватали в Лондоне? Как вы хватали их, избивали, когда у вас были демонстрации? Вы же там не церемонились, поэтому тот, кто нарушает закон, к нему соответствующее отношение. Не надо тут поворачивать и упрекать меня в чем-то. Да, кто-то получил по рогам со стороны правоохранительных органов, а пострадали правоохранители. А что бы было, если бы у вас или в Америке, тем более, бросились на милиционера, начали ему ломать ноги? Он бы получил пулю в лоб сразу, но мы ни в кого не стреляли пулю в лоб. А по поводу мирных демонстраций вы успокойтесь. Мы знаем, кому давали деньги и кто финансировал эти протесты в Беларуси. Вот оттуда оно все идет и до мигрантов дошло. Ну, вы им посоветовали, когда мы начали показывать, как вы ломали и крошили в Минске, в чистом Минске, наш народ не привык к грязи, вы тогда им подсказали, вы так на картинку чего-то уберите, а мы вам покажем картинку, как бросали ящики с цветами и громили улицы и прочее. Про какую чистоту ты говоришь, Стив? Почему вы сейчас уничтожаете гражданское общество в Беларуси? Какие-то цифры, да, я приведу. Вот за последние, с июля месяца, да, ликвидировано 270 НКО в Беларуси. Офис по правам людей с инвалидностью ликвидирован. Это же любители животных. Это разве оружие Запада? Еще одна цифра, да? 873 политических заключенных. А Мария Колесникова не политзаключенный, смелый человек, согласитесь, да? То есть возглавила протесты. То, что она сидит, это не месть с вашей стороны. Покажите Бабий Яр в Беларуси. Покажите Бабий Яр в Беларуси, где уничтоженные там валяются. Вот покажите. Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Выражем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки. НКО, НПО и прочее, которые вы финансировали. Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а те, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование и громили здесь, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время. Я не знаю, сколько точно финансировали вы НКО, но если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована там незаслуженно, еще что-то, пожалуйста, обратитесь. Можете напрямую ко мне, я в течение суток разберусь. И если кто-то попал в этот список незаслуженно, он добро приносил животным, как вы сказали, мы его немедленно восстановим, немедленно. 270 организаций НКО. На Беларусь-то какую? 270. Вы назовите еще представительство Организации Объединенных Наций. Назовите.
Чем оно занималось? Чем оно занималось? Деньги, которые должны были идти на благотворительность, они финансировали протесты. Нанимали адвокатов там и так далее. Это что, их профильная деятельность? Или там отчасти Красный Крест и так далее. Их тоже назовите. А то, что вы называете животных там, звучит на картинку. А вы посмотрите, чем они занимались. Вот для меня, кстати, это новость, но я уверен, что вот это была шильда, что они защищали животных, а деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции, на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами. Животных вы тут поддерживали. У нас нет политической статистики. У нас нет политической статьи, по которым мы осудили или судим людей. У нас их нет. 873 человека. Это люди, нарушившие белорусское законодательство. И сколько их? У вас же 300 было, 400, 600, теперь уже 870. Завтра вам Фишер с Америки скажет, их 980. Вы будете подпевать. Колесникова. Это ваш агент. Это ваш агент. Она нарушила закон. Какой закон нарушила? Я не знаю, был там суд или нет. Возьмите формулировку в суде. Понимаете, не я обвинение выдвигаю и не я судья. Есть суд, есть закон. Плох закон, но он закон, его надо соблюдать. Запомните, я не тот человек, который может мстить. Запомните это и усвойте, если вы хотите как человек меня понять. Я против женщин, я часто говорю, не воюю. И я не человек мести, потому что я вырос в таких условиях и понимаю, что такое месть. Поэтому не приписывайте мне то и не говорите слова, если вы не понимаете ситуации, которая здесь происходит. Какая месть? Я женщине буду мстить? Слушайте, она... скажите, какая причина с моей стороны, чтобы ей мстить? Что она возглавила? Покажите хоть один кадр, где она что-то возглавила. Она бежала со своими людьми. Они ее выкинули из автомобиля, сами сбежали в Украину. Она нарушила закон. Понимаете, пограничный режим. Вот беженцы прошли к границе, вы их поливали в мороз ядохимикатами. Вы считаете, что они нарушили границу? Это нормально. А почему там не нормально? Хочу спросить про Владимира Путина. Да, вы давно работаете вместе, да, и мне интересно, что вы научились у него, а что он, может быть, научился у вас, как вы думаете? К Союзу. Вы вместе сейчас создаете новый интеграционный. Будет, может быть, не через год, через 2 года, один лидер для этого союза, один президент, общий президент. Есть такой план для этого союза? Когда спросите у него, что он у меня научился, вам понятно станет, чему научился я у него. Точка. Создаем. Вы с Америкой, я с Россией. В чем проблема? У вас больше, чем союзное государство. Вам американцы сказали уйти с Европейского Союза. Трамп сказал, вы ушли. Союз – это 2 суверенных, независимых государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы свой союз, формируя с середины 90-х, еще начиная с Ельциным, четко определялись, что это будут 2 страны, Беларусь и Россия, которые выстроят союз, и он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю. А вопроса 1 президент, 2 президента, мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит. Владимир Путин вчера посоветовал вам, по-моему, общаться с оппозицией. Будете так делать? Слушайте, Владимир Путин, не знаю, кому вам советовал, еще кому-то советовал, он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Это первое. Второе. Что касается оппозиции. С оппозицией мы не просто ведем переговоры. Они сегодня формируют свою партию. Я думаю, что они сформируют ее. Не знаю, это их дело. У них отличное, от моей точки зрения. Они видят Беларусь
в каком-то плане по-другому, но они не предатели, и они на ваши деньги в стране не живут. Вы знаете Воскресенского, который имеет свою точку зрения, но они патриоты. И с этой оппозицией, какая бы ни была там точка зрения, с этой оппозицией мы ведем диалог и будем вести переговоры. Но есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше и у вас, и финансируют, подпитывают их, вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими, это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем. Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры. Но если вы хотите мою точку зрения знать, для меня Навальный – это продажный человек, и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России, понимаете? А оппозиция у него, оппозицией можно назвать коммунистов. Это оппозиционная партия, отчасти и к Путину. Вот с коммунистами он ведет диалог, он с ними разговаривает, точно и я. С теми, кто в стране и патриоты, я готов разговаривать с любыми. Это не мои предатели, Стив, это предатели белорусского государства. Они сбежали за границу и там сидят. Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь. Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят, да? Так я тебе скажу, если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, борись. Все революционеры прошли тяжелый путь. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Они почему сбежали? А потому что вы их кормите, одеваете, гладите, чистите, подмываете, в отличие от этих беженцев. Вы бы лучше им деньги дали, чем вы там содержите этих беглых. Вот в чем отличие. Вы понимаете, почему Европе, Евросоюзу, да, трудно с вами общаться? То есть, если посмотреть события, которые произошли последние 1,5 года, выборы, я говорил про 80%, все-таки этот вопрос стоит. Потом то, что было с репрессиями, объективно говоря, да? Потом вот этот пассажирский самолет Ryanair, мигранты. Есть ряд причин, почему сложно европейским государствам обращаться. Конечно, я думаю, что все рады были бы как-то иметь дело с Беларусью. Мне кажется, что постоянные обвинения в адрес Запада или НАТО, или Польши, или кого угодно, да, что они создают проблему здесь, что все, что происходит здесь, это результат их неработы, это неправда, это сказка, нет? Я отвечу, почему вам со мной сложно. Хотите? Давайте. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно, от американцев, от англичан, от Евросоюза, я вижу свой народ. Но вы что, скажете, что я своих соседей теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь саммит Нормандской четверки по Украине, и здесь прекращена была война. Да, там постреливают до сих пор, но войны нет. Тысячами не гибнут, как в Дебальцево там или в других местах, в этом аэропорту. Мы сделали все. С поляками, у нас 300 тысяч примерно, может, чуть меньше поляков живет, на западной особенно границе. Они во власти не один человек. Я всегда по-божески относился. Всегда говорил, что соседи от Бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда. Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или в Америку. Мы же не лезем в ваш дом. Вы чего пришли в наш дом и начали его крошить и ломать? Почему вы финансировали их? Почему вы не задали вопрос, что в Германии сегодня сидит
один из деятелей, который организовал здесь 2 теракта, которые покушались на нашего журналиста. Вашего коллегу пытались организовать диверсию на российском объекте. Почему вы пришли в наш дом, мы вас не звали? Вот я тебя пригласил, мне кажется, что я вот- тебя пригласил сегодня к себе. Ты говоришь что угодно, но ты мой гость. Я тебя пригласил. Ты приехал по моему приглашению. Но почему вы без приглашения пришли? У вас что, принято там? У англосаксов это принято? Ворваться в чужой дом и порядок наводить. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали. Вы управляли мятежом с территории Польши. Вы, а за вами стояли американцы. Лидеры финансировались Западом. В противном случае они там прибежище сегодня не нашли. Они все сидят у вас. Почему? Они сбежали туда, откуда их прислали и откуда их финансировали. Эти все тихушки, лохушки, цыпкалы, они у вас сидят. Почему? Потому что это ваши люди, и вы их финансировали. Они же не побежали в Китай. Не побежали, их бы там не приняли, потому что они к ним не имеют никакого отношения. Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться, потому что мы воевали против фашизма, вроде в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас с трубкой? Вы этого не помните? Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще только 80 лет, еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать. Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну, в Беларуси будет тянута НАТО и будет тянута Россия. Это ядерная война. Я должен был защитить страну и свой народ. Может быть, я в чем-то был неправ, но я сделал так, как прописано в наших законах. Это вам не нравится, но я тебе сказал так, как я понимаю, думаю и как думают 87% минимум на сегодняшний день наших людей. Они увидели ваше лицо, они увидели вашу демократию, свобода слова, пощупали на зуб эту свободу слова. И вот ты тоже там присутствовал, как вы ядохимикатами поливали бедных безоружных людей. Вот они увидели. Я вам очень благодарен. Спасибо большое за возможность пообщаться. Спасибо. Милости просим в любое время, но обязательно в прямом эфире. Вот будет у него 8 минут, пусть приезжает. 8 минут мы с ним будем говорить по любым вопросам, но без купюр. Абгамахт? Договорились? Хорошо. Если есть хоть чуть-чуть сочувствия к этим людям, расскажите правду. Расскажите, вы, Стив, это можете сделать. Я хочу. Ну, не обижайся, ты сам затеял этот разговор. Он для нас сегодня абсолютно не актуален. Абсолютно. Вот все, что ты говорил, это для нас уже не имеет никакого значения. А Путин, кстати, что вам говорил? Путин, кстати, привет вам передавал вашему каналу. Я ему сказал, что, ты знаешь, у меня сейчас разговор со Стивом, который приехал из Москвы. Я должен рассказать ему о том, что происходит в Беларуси. Он говорит, ну тогда привет каналу. Мы обсудили вопросы белорусско-российских отношений. Ты же говоришь, что мы приняли вот эти 28 программ. Правительство сейчас уже начали работать для того, чтобы их реализовать. Это была тема первая, которую обсуждали. Ситуация в Беларуси, в России. Я ему рассказал о том, что происходит в Беларуси. Начал рассказывать про границу в деталях. Он мне говорит, я это видел. То есть он отслеживает лично. Обменялись мнениями. Затем много говорили о моем разговоре с Ангелой Меркель. У нас же куча вопросов, по которым мы ведем диалог с президентом России. Очень конструктивный, братский диалог. Спасибо. Спасибо, Стив. Приезжай. Но условие одно. Без купюр. Задавай, что хочешь. От личного до государственного я буду отвечать, как умею, но чтобы зрители услышали наш разговор. Ну, я понимаю, Стив, я понимаю. Не вы определяете политику канала. Неправда. Неправда? То есть никто мне не говорит. Никто. Да, но покажут то, что надо.
Никто мне Нет. никогда не говорил, как подавать информацию. То есть я подаю, как я вижу. Поскольку, Стив, у меня нет другой информации, я тебе верю. Поверь мне, когда говоришь, что мигранты говорили. Не поверили. Слушайте, тебе говорили мигранты это, но говорят и другое. Там же разные заявления и мнения. Почему-то я не верю. Я же не присутствовал там. Ну, раз ты говоришь, значит, наверное, так. Ну и потом, какое это имеет значение, что там говорили мигранты? Что наши помогают им перебраться на польскую территорию, да? Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю, потому что мы же славяне. У нас душа такая у людей. Люди с детьми пробираются в Германию. Наши солдаты знают, что они идут в Германию, что их туда позвали. Понимаете, возможно, кто-то и помог. И я даже не буду разбираться. Я, честно говоря, вот как отец этого солдата думаю, ну молодцы, что помогают этим беженцам. Я этого не знаю, я просто себе по-человечески говорю, что, ну, наверное, молодец. И ты так думаешь, как я. И ты так думаешь. Но неужели вы думаете, что президент контролирует каждого военнослужащего, что он делает на границе? Ну, помог, может быть, я об этом не знаю. Но поинтересуюсь у командующего погранвойсками, но ни в коем случае, если бы я знал этого человека, я бы его не наказал. Он поступил не так, как вы поступаете с поляками. Всего доброго.